Кадыров дает заднюю. Резонансные выборы в Молдове, а Польша предлагает Украине кредит. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Массовые задержания по всей стране и смерть политзаключенных в Беларуси. Одно из самых масштабных наступлений оккупантов с 2022 года. В РПЦ выяснили, как люди становятся квадроберами. И вот они теперь стали раком и гавкают. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Украинские войска сейчас сдерживают одно из самых мощных наступлений российской армии с начала полномасштабного вторжения, говорит главнокомандующий ВСУ. Он подчеркнул, что ситуация на фронте остается крайне напряженной, а активные бои на ключевых участках требуют постоянного пополнения ресурсов. Эти вопросы Александр Сырский обсудил на встрече с делегацией вооруженных сил Чехии, возглавляемой начальником Генштаба. Но вместе с тем осинт-аналитик Bild Юлиан Рёбке заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Селидово и продвинулись еще на 3 километра к западу, захватили поселок Вишневое на Покровском направлении. Украинский Генштаб не подтверждает эту информацию, а в оперативной сводке сообщает, что бои в этих районах продолжаются. По данным военного руководства Украины, оккупанты сделали 8 попыток вытеснить украинские войска из таких населенных пунктов, как Николаевка, Промень, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Польша предлагает оружие в кредит. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский сообщил, что правительство предложило Украине оборонный кредит для закупки вооружений. Его заявление последовало в ответ на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Польшу в том, что она, цитирую, «нашла еще одну причину не передавать Киеву истребители МиГ». Это можно было сделать с самого начала. Давайте, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, вернете его. Сикорский пояснил, что Польша, как прифронтовая страна, вынуждена учитывать свои оборонные интересы и стремится удерживать войну на максимальном расстоянии от своих границ. Тем не менее, он предложил Украине альтернативу – покупку польского вооружения в кредит, и все это в ответ на обвинения Владимира Зеленского. Сикорский напомнил, что через восточную границу стоят, цитирую, «почти 300 наших танков, много тяжелой техники, также самолеты», конец цитаты. Спланированная волна репрессий. В последние несколько дней по всей Беларуси проходят массовые задержания, которые правозащитники называют спланированной кампанией запугивания перед выборами. Сообщается о жестких задержаниях с необоснованным применением силы. Есть также информация о задержаниях людей, которые недавно вернулись из-за границы. Об этом пишет правозащитный центр «Весна». И свое мнение уже высказала Светлана Тихановская. У людзей правяраюць тэлефоны ў спробах знайсці фотаздымкі з пратэстаў альбо падпіскі на экстрэмісцкія СМІ. Рэпрэсіі становяцца ўсё больш жорсткімі. Цяпер перад затрыманнем у людзей адключаюць мабільную сувязь праз аператара, каб яны не маглі паведаміць блізкім пра арышт. Для людзей, кінутых з дыктатарам за краты, турма дзеліць жыццё на «да» і «пасля». Палітычным зняволеным адмаўляюць у медыцынскай дапамогі, не перадаюць пасылкі з цёплымі рэчамі ці лекамі. З іх здзекуюцца фізічна і псіхалагічна. Нават адміністрацыйны арышт па палітычных артыкулах – жахлівае катаванне. Таму тыя, хто правёў за кратамі хаця б пару месяцаў, змяняюцца да непазнавальнасці. А 8 чалавек рэжым наогул давёў да смерці ў турмах. І ўсё гэта на фоне прадвыбарнай кампаніі і апошняга дня рэгістрацыі кандыдатаў у так званыя прэзідэнты. Лукашенко спрабуе ўкласці ў свядомасць, што грамадства быццам перагарнула старонку і прыняло яго правіла гульні. Помните о мерах безопасности, особенно при возвращении в Беларусь, чтобы не подвергать себя и других риску, не храните фотографии с акций протеста и внимательно проверьте свои подписки в соцсетях на наличие экстремистских страниц. В одной из колоний погиб политзаключенный Дмитрий Шлетгауэр. Он гражданин России, был задержан в Беларуси и находился под стражей около года. В конце августа 24-го стало известно о закрытом судебном процессе в Брестском областном суде, где его обвинили по статьям «Содействие экстремистской деятельности» и «Шпионаж».
Приговор и детали обвинений не обнародованы, но санкция статьи о шпионаже предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Во время судебных разбирательств у Шлетгауэра родился ребенок. Рамзан Кадыров заявил, что отменяет приказ не брать в плен украинских военных. Говорит, что после потока писем от украинцев решил все отменить. В своем телеграм-канале он сообщил, что жители Украины, среди которых, оказывается, и женщины с мобилизованными родственниками, и мужчины, отправленные на фронт, обратились с мольбами разрешить им сдаваться, ведь, по их словам, это их единственный шанс выжить. Обратившиеся к моей большой радости понимают, что они жертвы западной трусости и подлости, и их отправляют в окопы политики Европы и США, а руководство страны продажные марионетки и фашисты. Отвечаю всем заявителям здесь, в официальном моем канале. Ранее данный ахматовцам приказ не брать пленных отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить, остальным не завидую. Кадыров, конечно, был очень рад и тому, что ему прислали более 2000 писем с подобными мольбами. Сегодня в Молдове начался второй тур президентских выборов, в котором примут участие действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло. В первом туре, прошедшем 20 октября, Санду получила 42,45% голосов, Стояногло 25, практически 26% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50%, был назначен второй тур. Одновременно с первым туром выборов прошел референдум о внесении в Конституцию пункта о стремлении страны к вступлению в Евросоюз. Результаты референдума оказались крайне близкими. 50% избирателей и 31% проголосовали за внесение изменений, 49,69% против. Разница составила около 9000 голосов. Выборы сопровождались обвинениями в адрес России во вмешательстве в избирательный процесс. Молдовские власти заявили, что Россия потратила значительные суммы на подкуп избирателей и распространение дезинформации с целью повлиять на результаты выборов и референдума. Россия отвергла эти обвинения. Речь идет о возможном подкупе более чем 130 тысяч граждан Республики Молдова. И это говорим только о случаях возможного подкупа через трансферы, банковские трансферы через российский Промсвязьбанк. И на данном этапе подозреваемыми по данному случаю более десятка человек, которые руководили и были вовлечены в эту операцию, но также несколько десятков и даже сотен, если я не ошибаюсь, случаев, в которых документированы люди, которые получили эти деньги, и они тоже будут нести ответственность в соответствии с Кодексом административного правонарушения. Международные наблюдатели, включая ОБСЕ, отметили, что выборы и референдум были хорошо организованы, но выразили обеспокоенность по поводу сообщений о внешнем вмешательстве и попытках подрыва демократического процесса. Ожидается, что второй тур выборов будет напряженным, учитывая близкие результаты первого тура и референдума. Майя Санду представляет проевропейский курс, в то время как Александр Стояногло ассоциируется с пророссийскими силами. Итоги второго тура определят дальнейший внешнеполитический вектор развития Молдовы. Квадроберы – дети безбожников и любителей рока. Во всяком случае, так утверждают ученые из РПЦ. У некоторых седая голова, а губы крашеные. Седая голова, юбка короткая. Седая голова, и юбки нет, и волосы фиолетовые. О чем вы думаете? Вы о чем думаете, люди? Вас что, мама вам в детстве не сказала, что Христос царь и будет нас судить? Или у вас самих совести нету? Или вам так телевизор мозги проел, что вы живете только так, как показывают? Вот мы имеем Церковь Божию, имеем Матфея, Луку, Марка, Иоанна и всех остальных. И благодаря этому мы еще на четвереньках не ходим. Мы бы уже давно упали на четвереньки, как эти современные эти. Им захотелось лаять и раком ходить. И они раком ходят и лают. А почему они такие? Потому что у них папы безбожники, возможно, мамы, возможно, безбожницы. Когда мама ее в чреве носила, ни одной молитвы не прочла. Папиросы курила, рок-музыку слушала. А потом они не воспитывал их никто, наверное. И вот они теперь стали раком и гавкают.
Ледяной остров Месяцево в Арктике окончательно исчез. Еще недавно это было ледяное образование на архипелаге Земля Франца Иосифа, за которым наблюдали участники проекта «Риск-Сат». Снимки 24 года показывают, от острова остался лишь небольшой кусок льда в 3 гектара, который через месяц растаял полностью. Остров образовался из полуострова из-за таяния ледников еще до 1995 года, но глобальное потепление привело к его полному исчезновению. Теперь требуется обновить навигационные карты, чтобы учесть изменения, вызванные эрозией берегов и повышением уровня моря. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.